Привет! В этом уроке поработаем с нашими роутами. Сейчас они выглядят не очень симпатично, их не очень удобно объявлять и не очень удобно использовать. То есть сейчас нам, чтобы объявить один роут с параметрами, нужно написать аж 3 строки. Это вот раз проблема. Два проблема. В app.tsx нам приходится, скажем так, 2 раза прокидывать некоторые объявления роута. Потом проблема в том, что здесь нам приходится прокидывать вот этот вот as, как параметры, это наша страничка, где мы берем из урла параметры, переданные в этот URL. И еще вот здесь нам приходится вот так вот конкатенировать строку, когда мы хотим просто получить ABS URL. Я уже создал файл pump get route в нашем веб-апе в папке utils. Но я вам его сейчас не покажу. Я сначала покажу, как он будет применяться. Потому что, когда вы пишете какую-то обертку, еще раз напоминаю, вам стоит сначала подумать о том, как вы будете ее использовать, а только потом уже определить ее содержание. Правило такое. Использовать должно быть легко, а писать пускай будет тяжело, ничего страшного, потому что пишете вы обертку один раз и используете огромное количество раз, и не только в одном проекте, но и во всех последующих. Хорошо, давайте применять. Сначала применим ее к файлу routes.ts. И код был такой, а станет вот такой. Так, смотрите, стало все гораздо более аккуратно. Я сократил название этой функции с pumpGetRoute до PGR, и в нее я передаю обычный route. Если в нем параметров нет, то передаем вот такую вот функцию, и она нам возвращает какую-то строку. Если у нас вдруг есть параметры, мы первым параметром передаем объект вот в таком формате, а потом передаем функцию, которая уже принимает здесь вот этот вот наш сам ID-ник и пробрасывает его в путь. Все, здесь стало красиво. Хорошо. Пойдемте поправим наш app.tsx и сюда все, заменим код на актуальный. Актуальный код будет выглядеть следующим образом. Так, вот наши роуты были такие, как я говорил, проблема только вот здесь вот. А станет вот такой. Что поменялось? Мы теперь используем не вызов функции с роутами, с получением роута и передачей в него параметров, а вызываем из самой функции getNewID route некий definition, и там уже весь definition хранится. Нам definition известен благодаря тому, что эта функция, она там вообще внутри не такая простая. Вот, тоже стало удобно. Просто написали route и definition, и уже не паримся, какие там входные параметры. Если хотим узнать, какие входные параметры, идем сюда и узнаем. Хорошо, здесь поправили. Потом пойдемте поменяем вызов useParam на этих страницах. Как он теперь выглядит? Вот, например, viewIdeaPage. Теперь вызов параметров выглядит вот таким образом. Было так, а станет так. Так. getViewIdeaRoute, импортируем его и просто от него вызываем useParams. И здесь параметры уже сразу с нужными типами. Хорошо. На editIdeaPage очень похожая ситуация. Было так, а стало так. То есть нам везде нужно импортировать только сам route, а в себе он уже скрывает все нужное. Хорошо. Так, чтобы лишних здесь не было. Угу. Так, все, здесь тоже стало красиво. И теперь на бэкэнде, давайте поправим, на бэкэнде будет следующим образом. getNewIdeaRoute. И он у нас, любой route, способен принять в себя объект. Помимо параметров мы можем еще написать, ABS true. И тогда у нас вернется... Так, все работает. Так, секунду. Да, что-то пройтер завис, все нормально. Вот, и теперь вот по этому урлу, вместо того, чтобы отдавать просто /idNew, будет возвращаться полный URL вместе с HTTPS и адресом нашего фронтенда. Все, работает. Давайте, во-первых, проверим, что оно работает, и наш фронтенд не сломался. По-прежнему все урлы работают, а если мы будем регистрироваться, давайте зарегистрируемся, посмотрим, что в e-mail тоже правильный путь отображается. Например, c@example.com,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sign up. Смотрим в логи бэкэнда. Так, и видим то, что путь указался правильный. Да, наш ABS также работает. Что ж, ну, как вы могли догадаться, раз обертку так приятно использовать, наверняка ее будет довольно сложно писать. А давайте разберем код самой обертки. Pump get route. Что ж, пойдем сверху вниз. Объявляем base URL. По идее, его бы по-хорошему брать из n в переменных, но с этим у нас будет проблема, потому что мы же наш route используем и в бэкэнде, и во фронтенде. И во фронтенде у нас n в переменные на самом деле лежат вообще в импорт мета env, а в бэкэнде наши переменные лежат в proc env. И если мы попробуем на бэкэнде обратиться к импорт мета env, будет ошибка, а на фронте будет ошибка, если обратимся к process env. И это, в общем, проблема, которую мы решим в следующем уроке. А пока что просто захардкодим вот этот наш URL фронта. Он нам нужен для того, чтобы работала ABS двоеточие true и выводилось полное значение. Хорошо, потом мы объявим тип, что у нас pump get route input. То, что мы передаем вот здесь вот в роуте, у любого роута может принимать, не считая его параметров пути, также и ABS двоеточие true. То есть зарезервируем это ABS. Хорошо, мы передали, что базовые значения входных параметров это ABS, который может быть и не указан, а если указан, то должен быть boolean. Потом мы определяем саму функцию pump get route. Вот позже мы ее экспортируем под названием pgr. PGR просто для сокращения, чтобы удобнее было ее писать здесь. Хорошо, как мы видим, PGR может принимать функцию, в которой нет входных параметров, а может принимать, и всего один аргумент, да, здесь в PGR, вот эта функция. А бывает, что в PGR два входных параметра. Описание параметров, которые есть в URL, и функция, которая при вызове также передает вот эти самые параметры. То есть, по сути, есть два способа вызвать эту функцию. С одним аргументом и с двумя. И работать они будут по-разному. Поэтому мы делаем то, что называется перегрузкой. Смотрите, мы 3 раза объявили эту функцию. Function pump get route, function pump get route и function pump get route. На самом деле код этой функции, он объявлен один раз в последнем объявлении. Но, как мы видим, мы здесь сказали, что это либо route params, либо get route. А здесь может быть get route. То есть мы не знаем и вообще типы здесь any. Потому что вот это вот конечная реализация. А в перегрузках выше мы показали, какие реально там бывают типы. И указали два возможных состояния. Вот, например, одно из состояний мы указываем, что функция может быть вызвана вот так вот. Что здесь передается на самом деле get route. Это функция без входных параметров, которая возвращает string. И также это вот сама функция. Но мы еще сказали, что эта функция еще в том числе, кроме себя самой, имеет placeholders, useParam и definitions. И благодаря этому у нас вот здесь вот у этой функции, хоть это и функция, но у нее есть дополнительные какие-то параметры. Там точка definition здесь. Или, например, точка... Сейчас, где у нас view idea page? Ага. Или, например, точка useParams здесь. Хорошо. То есть, еще раз помечу, вот это вот ее входные параметры, то, что мы вызываем здесь, вот это входные параметры для данной функции. А вот это описание того, что она возвращает. А возвращает же она у нас тоже функцию, потому что вот это вот getSignOutRoute или getIdeaRoute, он может быть использован на страничке для того, чтобы по ней перейти. Вот это по-прежнему осталось обычной функцией в том числе. Вот. Хорошо. Все, это входные параметры самого pumpGetRoute, это то, что он возвращает. Он возвращает функцию, которая принимает в себя route params, которые могут быть просто базовыми, чисто ABS. То, что входных параметров в этом случае нет. А вот это, то есть вот этот случай описывает вот это, но не вот эти два роута. Эти два роута описывает вот этот случай, когда у нас все-таки здесь было два параметра. Route params definitions, то есть вот это вот объект такой вот, где у нас ключ, а потом двоеточие true.
И вторым аргументом идет как раз getRoad. И здесь getRoad — это уже функция, которая передает в себе road params, но также возвращает строку. Все. И мы видим то, что pump getRoad принимает вот эти два аргумента, а возвращает опять же функцию, как и в этом случае, но здесь функция уже посложнее. Здесь у нас road params, которые также имеют базовые значения, типа ABS, boolean, вот, и в том числе некоторый объект, который берется через генерики. Давайте на него посмотрим. Что у нас здесь есть в генериках? Один генерик, поэтому назовем его T. Он, по идее, extended record, в котором ключи — это строки, значение — это boolean значение. Как мы теперь используем этот генерик? Мы его прокидываем в road params definitions, и именно он и будет задавать их реальный тип. То есть у нас генерику присвоится вот этот тип конкретно, что у нас идет ключ ID-unique, а значение true. Хорошо. И в getRoad у нас возвращается запись, где ключи точно такие же, как и здесь в T, то есть буквально ID-unique, а значение — это string, потому что там будут какие-то реальные значения переданных в урле параметров. И все, эта функция возвращает string. Также у нас есть вот эти вот три дополнительных свойства функции, да, не считая самой функции: placeholders, useParams и definition. Но definition — это просто строка, которую мы прокидываем сюда. А вот, например, placeholders — эти плейсхолдеры, они на самом деле нужны под капотом для того, чтобы объявить definition. На самом деле по коду мы их не используем. Вот, но они принципиально там есть. Хорошо, и useParams — это функция, которая, если параметров не было, она вернет пустой объект. Вот это для вот этого объявления. А если мы передавали параметры, то она как раз опять же вернет рекорд с теми же ключами, что и в key of t. Key of t — это вот эти ключи. Здесь может быть больше параметров. Можно написать xxx1, 2, 3, и тогда и здесь, соответственно, можно прописать будет и xxx, и дальше его использовать. Только здесь надо писать true в таком случае. Вот, и здесь он будет. Хорошо. То есть сколько угодно параметров мы этим можем задавать. Так, ну, примерно по типам показал, надо посмотреть на реализацию, и тогда и по типам будет понятнее. Здесь на самом деле из нового только то, что у функций могут быть какие-то дополнительные свойства, потому что в JavaScript все объекты, эта функция тоже объекты, у нее могут быть какие-то свойства, не считая того, что она функция. Это раз новость, а два то, что можно использовать перегрузки и объявлять разное поведение с точки зрения типов для функций в зависимости от того, как они вызваны. В данном случае с двумя аргументами или с одним аргументом. Хорошо. Теперь глядим на реализацию. Road params definition. Тут нам нужно проверить, потому что вызываться в любом случае будет все равно просто вот эта функция. И здесь у нас могут быть либо road params or getRoad. Вот. А здесь может быть getRoad, и он там будет в том случае, если у нас было вызвано вот это. Если у нас было вызвано вот это, то там вообще будет undefined. И начинается road params definition. Если тип первого аргумента — это функция, это вот в этом случае. Все. Значит, road params definition — это пустой объект. Потому что если мы первым передавали функцию, значит, мы считаем, что входных параметров нет. А если это все-таки не функция, то тогда первый аргумент — это и есть road params definition. Это вот в этом случае. Хорошо, определили. Потом сама функция getRoad. Опять же, если первый аргумент — это функция, то значит она и есть getRoad. А если первый аргумент — это не функция, то есть вот этот кейс опять же, то значит функция — это второй аргумент. Все, и говорим maybe getRoad, второй аргумент. Хорошо. Теперь плейсхолдеры. У нас эти плейсхолдеры были раньше в нашем roads файле. Вот здесь примерно та же самая логика и осталась. Мы берем ключи из road params definition, то есть, возможно, это вот он, а может быть пустой объект, если была вызвана вот это. Хорошо. Мы берем его ключи и проходимся по ним и составляем объект, в котором у нас ключи имеют такое же название, но их содержимое уже не boolean, а вот это вот двоеточие и название ключа. Они нам как раз потребуются для того, чтобы сгенерировать вот эти вот definition. Все, мы оформили плейсхолдеры.
определяем сам definition. У нас definition — это все равно, что вызвать функцию getRoute, то есть вот эту вот, и передать в нее в качестве плейсхолдеров, ну, это идея ник двоеточие. То есть, когда мы вызовем вот этот вот getRoute с плейсхолдерами, у нас сейчас в плейсхолдерах, вероятно, лежит следующее. Сейчас я вот так помечу. Placeholders. У нас там будет вот такой объект. Идея ник. Ну, в случае, да, если у нас этот route, вот этот route, например. Да, у нас здесь будет идея ник, двоеточие, строка, в которой написано вот так вот. Идея ник. Если мы вот эти плейсхолдеры прокинем сюда, у нас вызовется функция getRoute. Вот это. Идея ник здесь будет вот той самой строкой с двоеточием. И, соответственно, вот здесь у нас получится вот такая вот строка в результате. Как раз та строка, которую нужно прописывать вот здесь. Хорошо, вернем на место. Это удалим. Все, definition мы определили. Теперь сама функция pumpGetRoute, pumped, да, это то, что возвращает эта функция. То есть та самая функция, которая используется на страничке, например, вот edit idea page. У нас здесь есть же ссылка, да, на вот get view idea route. То есть вот это вот то, что возвращает наша сама функция pumpGetRoute, другую функцию. Вот ее нам нужно тоже здесь задать. Вот это уже пропампленный getRoute. Он может принимать route params, потому что... Почему может? Потому что вот здесь, например, route params нет, а вот здесь route params есть. Поэтому на практике он не определен, но это чисто внутриковые типы, они нам не так нужны. Реальные типы этой функции определены были вот здесь вот. Поэтому вот здесь внутри мы можем не заморачиваться и писать там any, когда хотим, потому что это останется чисто внутри этой функции. Реальные типы мы указали вот здесь. Хорошо. Так, и смотрим, как работает эта функция. Она находит сам route через функцию getRoute с переданными в эту функцию route парамсами. Если в route парамсах также был указан .abs, то мы вернем базовый URL плюс сам route. Если abs указан не было, мы вернем просто сам route. Вот здесь вот можно было бы написать и вот так, и было бы то же самое, но я считаю, что так не очень читаемо, вот так вот читаемо. Вот. Но именно в этой ситуации, да, когда буквально если это, то то, если то, то это. Часто мы делаем реально return, чтобы дальше написать много кода, который не будет мешать. Но когда это коротко, лучше написать вот так. Хорошо, но это просто стилистический вопрос. И все. То есть мы сгенерировали все нужные значения, и теперь нужно их придать. Вот наша сама функция. Мы берем ее, и в нее в .placeholders вставляем placeholders. В нее .definition вставляем definition. А в useParams мы вставляем обычный useReactParams. Вот отсюда мы взяли useParams и переименовали его на useReactRouterParams, чтобы просто не было конфликта с именами. Вот. И передаем его как any. Для чего нужно просто взять и прокинуть его сюда? Для того, чтобы вот здесь вот мы могли его вот так вот использовать. По факту это с точки зрения JavaScript все равно, что вызвать вот так вот обычные useParams из React-Router-дома. Но при таком раскладе у нас в idea ник что-то, неочевидные типы. А поскольку мы в нашей функции все типы объявили, у нас здесь типы правильные. То есть функция работает-то точно так же, но типы у нее здесь другие, благодаря тому, что мы их здесь обозначили. Хорошо? И вот она сама по себе функция. Также где-нибудь, когда-нибудь, возможно, нам может потребоваться тип route_params, который мы можем вызвать отдельно. Так, может быть, он нам бы и пригодился, но пока что он выглядит как избыточный. Давайте его просто уберем. Если понадобится, тогда и создадим. Вот сейчас, в принципе, и так нас полностью устраивает это решение. Хорошо. Так, или оставим его.
Хорошо, давайте я его оставлю, потому что он вам может в будущем пригодиться. То есть, возможно, вам на какой-то страничке, бывает, что это, например, в лейауте. Да, вы в лейауте используете какие-то роут-параметры из каких-то разных урлов. Если на страничке может всегда отображаться только по одному урлу, ну, по идее, то вот лейаут может отображаться по урлу разных страниц. Если что, вы сможете его использовать вот таким образом. Ну, например, вам потребуется этот тип, вы зададите type xxx равняется route-params, который вы оттуда экспортируете, и сюда передаете type of и название роута. И вот здесь вот вам известно, что у getNewID route входных параметров нет. Если вы передадите сюда getEditID route, то у вас здесь будет идея nick string. В нашем проекте сейчас это не нужно, в вашем очень вероятно, что пригодится. Поэтому я этот тип здесь оставлю. Хорошо. Ну, а работает он достаточно примитивно. То есть мы опять задаем generic, говорим, что он extended некоторый объект, в котором есть ключ placeholders. По факту у нас все наши пропампленные роуты имеют этот placeholders. Вот, то есть мы его так задали. И он возвращает просто тип этих placeholder'ов. Вот как бы и весь тип. Хорошо, как обычно, обертка сложновата, но с точки зрения именно TypeScript, зато немного потренировались. Вот я надеюсь, вы сможете разобрать этот код, но вы точно можете его использовать. Использовать либо, как мы уже определились, приятно, писать сложно, но сильно развивает навыки JavaScript и TypeScript. Хорошо, всем спасибо, поехали дальше.